Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на моем канале «Счастье в нас самих». И сегодня, как и каждую неделю, основное, что было бы здорово знать в ближайшую неделю, сейчас стихия Земля. Знаки зодиака – Тельцы, Девы и Козероги. Не забывайте про акцендент, восходящий знак. Он, влияет на ваше состояние, влияет на ваши мысли и, соответственно, влияет на то, что с вами происходит. Поэтому смотрите свой знак зодиака и знак зодиака вашего акцендента для того, чтобы получить полную информацию. Как говорят, осведомлен, значит вооружен. Ну и, как всегда, в конце видео 3 карты. По обратной связи я уже знаю, что это не только исполнение желаний, это дополнительный совет и это ответы на вопросы. Задаете вопрос, я выкладываю когда карту, я даю совет, каким образом же получить нужный вам ответ и нужный вам результат. Ну и, конечно, исполнение желаний тоже. Ну а сейчас, как всегда, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя и обязательно улыбнитесь. Помните, улыбка улучшает жизнь. Чем больше вы будете улыбаться, тем больше причин для улыбок даст вам Вселенная. Я даже все время, часто говорю в своих раскладах практика улыбки. Просто подходите к зеркалу, смотрите в зеркало и улыбаетесь. И делать это надо пару минут, как минимум. Очень часто реакция – это смех, и это очень здорово. Смех продлевает жизнь, соответственно, каждое такое занятие продлевает жизнь, улучшает энергетику и притягивает к вам больше ситуаций, которые вас будут радовать. Помните об этом. По одной карте на каждый знак зодиака, общий совет для стихии Земля и в конце 3 карты на совет и исполнение желаний. Ну что, я начинаю с Тельцов. Что же важно знать вам в ближайшую неделю? Смотрим. В ближайшую неделю будут встречи. Одна из таких встреч нужна вам. Это встреча с женщиной. Женщина старше 45, цвет волос светлый, глаза темные. Ну, я всегда говорю, что старше 45 женщина, скорее всего, это может быть и не натуральный цвет волос, но это не важно. Женщина очень ласковая, женщина ответственная и женщина, готовая помочь. В какой сфере произойдет эта встреча? Это может быть как работа, карьера, бизнес, так и межличностные отношения, ну и также здоровье. Она может выступать в роли врача. Я хочу сказать, что потому что я здесь вижу помощь вы получите, какая вам необходима. Единственное, чего я здесь не вижу, это материальной помощи. И я не вижу, что это работник банка. Я не вижу, что это могут быть суды или кредиты. Больше советы, больше ответы на вопросы и советы, как же решить интересующие вас ситуации. Также по этой карте могу сказать, чем более вдохновленные вы занимаетесь работой, бизнесом, отношениями, тем лучше
все происходит, тем более продуктивны вы будете. Вот это советуют карты. Находите вдохновение во всем, что вы делаете, и тогда все будет спориться. Вот такой совет, вот то, что важно знать тельцам в ближайшую неделю. Девы. Смотрите, планируйте в ближайшую неделю радость. Это солнце. Солнце – это счастье, радость и удовольствие. События, которые вас волновали в прошлом, уйдут туда же, уйдут в прошлое. Не зацикливайтесь, особенно на негативных аспектах ситуации. В любой ситуации всегда можно найти позитивный аспект. И вот этот аспект в ближайшую неделю будет очень ярким. По этой карте улучшение самочувствия, по этой карте улучшение отношений, по этой карте улучшение бизнеса, выход бизнеса на какой-то другой уровень, нахождение выходов из нелегких ситуаций, которые были раньше. Главное, что принимайте. Очень часто мы боимся принять радость, мы боимся радоваться, и это идет к нам. Даже к некоторым еще из детства. Мы еще от родителей слышали, что жизнь полосатая, бывает белая полоса, бывает полоса черная. Чем больше мы будем открываться белой полосе в нашей жизни, тем меньше черных полос в ней будет. И поверьте, только от вашего отношения к людям, к ситуациям и к себе зависит, какую полосу вы проживаете. Нету черного и нету белого. Есть ваше отношение к себе и к жизни. Поэтому чем ярче, чем солнечнее вы будете относиться к себе, тем ярче и солнечнее будет ваша жизнь. Помните об этом. Козероги. Что же важно для вас в ближайшую неделю узнать? Вам я могу сказать, что в ближайшую неделю вы еще на шаг приблизитесь к достижению очень чего-то важного для вас. Еще на шаг вы приблизитесь к исполнению желаний, еще на шаг будет улучшение. Главное в этой ситуации набраться терпения, не спешить и понимать, что все равно, при всем при том, что я знаю, что многие в интернете говорят, что исполните желание за 1 день, за 2 дня. Смотрите, за 1-2 дня вы можете запустить процесс исполнения желаний. Но в зависимости от того, насколько желание большое или маленькое, возьмет какое-то время, пока ваше подсознание вместе со Вселенной начнут действовать и давать вам знаки, что же делать вам для того, чтобы достичь того, чего вы хотите. По звезде получается, что вы на правильном пути, но все не так быстро будет происходить, как вам бы этого хотелось. Не торопите события, не торопите ситуации. Терпение нужно и действие. Все равно каждый день какой-то маленький шажок к достижению, к исполнению, к улучшению все-таки надо делать. А карта прекрасная. И вообще потому, что я вижу, у стихии Земля ближайшая неделя прекрасная. Принимайте. Исполнение желаний, улучшение ситуации, вдохновение, встречи – это все, что ждет вас в ближайшую неделю. А зависит-то все по большому счету от вашего
принятия. Ну что, и общий совет для стихии Земля. Общий совет для стихии Земля – это никогда не останавливаться, не опускать руки, действовать и в зависимости от ситуации находить причины для того, чтобы что-то делать приятное для себя любимого или для себя любимой. Ну и, конечно, не забывать, что любая новость, любое известие, любое послание, оно такое, как вы его принимаете. Если вы считаете, что это положительно, значит это положительно. Если вы считаете, что это негативно, значит это негативно. Все, что происходит в вашей жизни, это ваше восприятие. Тут еще карта говорит, что старайтесь не быть воинственны по отношению к себе и по отношению к другим. И тогда вы обратно получите точно такое же отношение. Ведь люди относятся к нам так, как мы относимся к себе. Если мы не уверены в себе, не доверяем себе, вот такое отношение подсознательно у людей к нам. Поэтому всегда, прежде всего, идет ваше отношение к себе. Чем лучше вы относитесь к себе, чем больше вы любите себя. Любить себя – это не эгоизм. Любить себя – это понимать, что от того, как вы относитесь к себе, зависит ваша жизнь. И любить себя – это не значит не помогать другим. Любить себя, наоборот, значит любить других людей, потому что когда человек переполнен любовью, он делится этой любовью с окружающим миром и получает обратно эту любовь. И, соответственно, таким же образом работает доверие и уверенность в себе. Ну что, задавайте вопросы, загадывайте желания. Я только той стороной, я не люблю, когда карты переворачиваются. И ставьте цели. Я всегда говорю, лучше записать. Запишите, и, соответственно, вы будете знать, по крайней мере, какой вопрос вы задавали именно сегодня. И тогда вы действительно поймете, исходя из того, какая карта выпадет, что делать и какой придет ответ. Ну что, я надеюсь, вы уже загадали желание, задали вопросы. И давайте смотреть, что же нам скажут послания стихий по поводу ваших вопросов. Тельцы. У вас большие возможности. Вы в ближайшую неделю получите какой-то инсайт, озарение, как же лучше исполнить ваше желание. Эта карта говорит о том, что при всем том, что планы должны быть более-менее детальными, самое основное – это действие. Все-таки вам придется что-то делать для исполнения желаний. В ближайшую неделю возможно продвижение к исполнению желаний, к улучшению чего-то, но полного результата в ближайшую неделю, к сожалению, не удастся достичь. Для того, чтобы ответ на вопрос был положительный в вашу сторону, вам надо перестать сомневаться в ваших силах. И тогда ответ на ваш вопрос будет положительный вам. Девы, смотрим. Вам, вот тут я уже говорила, когда я выложила карту Солнца, что вы сомневаетесь, что вы мечетесь между желаниями, между целями, между вопросами.
Для вас очень много неясно. Вы, да, может быть, сейчас сформулировали какое-то желание, но вы не знаете точно, или это ваше желание, или нет. Вопрос вы сформулировали не совсем правильно тоже. Вы точно еще не понимаете, где же ваша цель, какую же действительно цель вы хотите достичь. И эта карта говорит, что пока вы не обретете ясность, желание не может исполниться. И точно так же с вопросами. Переформулируйте, проанализируйте, подумайте. И вот когда уйдут сомнения и уйдут колебания, тогда все обретет другой смысл. И действительно вы увидите ясно, куда идти и что делать. К сожалению, в ближайшую неделю я не вижу исполнения желаний. Ну и козероги, посмотрим, что же посоветуют вам. Вам посоветуют принимать мир такой, как он есть. Принимайте людей такими, как они есть. Ищите в людях только хорошее. Вам надо успокоиться прежде всего, еще говорит эта карта. Успокоиться и прежде всего примите себя такими, как вы есть. Не спешите. Спешка не поможет исполнить желание или получить ответ на вопрос. Ваш вопрос должен быть переформулирован. Здесь я это вижу. Вы чего-то боитесь. И вот эти страхи, если вы их не уберете, к сожалению, и будут воплощаться в жизнь. Поэтому успокойтесь, избавьтесь от страхов. Есть практики на канале для избавления от страхов тоже, если вы не можете это сделать сами. Пожалуйста, заходите на плейлист «Измени свою жизнь к лучшему сейчас», и там вы найдете не одну практику для избавления от страхов. И неважно, от каких страхов. Просто слушайте ее и дайте своему подсознанию впитать то, что говорит практика, и, можно сказать, автоматически ваше состояние будет меняться, и страхи будут уходить. К сожалению, в ближайшую неделю не вижу полного исполнения желаний. Я просто вижу, что надо сделать для того, чтобы это произошло. Вот такой у нас получился расклад для стихии Земля. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Нажимайте на колокольчик для того, чтобы вы не пропускали мои видео, которые выходят каждый день. Ставьте палец вверх. Это ваша благодарность. Можно сказать, обмен энергией за то, что я делаю для вас. Все, что я рассказываю, все практики, что я делаю для того, чтобы, по крайней мере, облегчить вашу жизнь. А это как минимум. А вот уже максимум, чтобы вы действительно были счастливы. И я вам этого счастья желаю. Помните, счастье – это состояние души, и оно не зависит ни от каких внешних обстоятельств. С вами была Женя. Увидимся очень скоро. Люблю вас, мои дорогие. Пока!